Привет, друзья! Меня зовут Стас, я исследователь технологических компаний, стартапов и инвестиций, путешественник и мечтатель. Сразу скажу, подпишитесь на мой канал, будет много интересного, комментируйте по ходу. Ваши комментарии помогают делать наши следующие выпуски лучше, ставьте лайки. Поехали! Досмотрите это видео до конца, если вы технологический стартап, инвестор или менеджер корпорации и думаете, в каком направлении развиваться и с какими технологиями лучше строить ваш стартап или развивать корпорацию. Или думаете о том также, как лучше тратить ваше время и деньги. Мы недавно провели исследование про технологические инвестиции компании номер 1 в мире. И меня с этим исследованием пригласили на одно очень интересное мероприятие в самом центре города. Это уютный Yellow Door. Место, где встречаются технологические предприниматели и венчурные инвесторы со всего мира, в том числе из Кремниевой долины. Очень тусовое и классное место. И что же там было, и кто там был, и о чем говорили? Говорили в первую очередь о том, как технологическому стартапу можно попасть или продать себя в корпорацию. И кто же участвовал, и кто там был? Например, крупный российский банк ВТБ, и глава, и топ-менеджер по инновациям и цифровой трансформации. Компания Orange, входящая в французскую группу France Telecom, крупный китайский акселератор, русские хакеры, неожиданно для меня, например, PricewaterhouseCoopers, которые запустили свой акселератор, не знаю, правда, деталей, как давно. Среди стартапов, например, было замечено очень много, в принципе, было много различных стартапов, это и финтех, и распознавание голоса, и различные сервисы для электронной коммерции, производства еды и так далее, и так далее, и так далее. Были даже венчурные инвесторы ранних стадий, с которыми мне удалось интересно пообщаться. Ну а в целом атмосфера была очень классной, и аудитория восприняла мое выступление с большим интересом, за что и огромное спасибо. Итак, переходим к выступлению, и что там было. Поехали! Дорогие друзья, мне бы хотелось сюда пригласить Стаса Либера. Всем привет, давно не выступал, немного нервничаю. Опыт разнообразный, я бизнес-ангел, венчурный адвайзер, предприниматель, консультант по инвестициям и так далее. Стас, пока расскажи. Без презентации? Я сейчас... Ну, смотрите, на самом деле, расскажу вам тогда 3 истории. Когда мне было 12 лет, отец подкинул мне хорошую бизнес-идею продавать жвачки сверстникам. И это, наверное, был отличный бизнес по нескольким факторам. Первое, был абсолютно пустой рынок, это была деревня моей бабушки. Второе, все знали, что такое жвачка. И третье, была колоссальная маржа, 50+%. За лето или там, за пару месяцев мне удалось заработать больше, наверное, $200. Вторая история, это уже в 2008 году, в разгар финансового мирового кризиса, во время работы в инвестиционном банке, мы с друзьями задумали такую историю, начали пилить приложение для покупки глобальных акций глобальных компаний, но приложение с простым геймифицированным интерфейсом. Но мы потерпели огромное поражение среди инвесторов, среди партнеров и кофаундеров, потому что, говоря простым языком, это никому не нужно было. Спустя 5 лет был в Штатах запущен сервис, всем известный, аналогичный Robinhood, его капитализация уже больше $5 миллиардов на сегодня. И лишь в 2016 уже с другой командой мне удалось таки запустить этот проект. Это российская версия Robinhood. Kiwi проинвестировали туда на CD в 2016 году, и позже уже туда еще доложил $1 миллион. Это уже была сделка команды, один из топ российских банков. И третья история. На волне
такого e-commerce в России, мы запустили одну историю, как мы называем, успешный стартап на кухне. Это был 2010 год. Команда были мои друзья, колл-центр были мои сестры. Это все происходило в моей съемной квартире достаточно быстро. За 3 дня нам удалось продать на более чем $200 тысяч билетов электронных, туристических. И это достаточно была успешная история, но конкуренты и рынок вовремя спохватились и, можно сказать, смекли эту историю, быстро ее масштабировали, не оставив нам ничего. А к чему все это и что объединяет эти истории? Это, наверное, время. Время выхода с вашим продуктом, стартапом на рынок и, собственно, рынок. Ну, наверное, об этом мы поговорим. Вперед. Я не умею В чем основная идея моего выступления, моей презентации? В рамках нашей работы со стартапами мы изучаем тренды и, собственно, это одно из наших исследований последних, и я хотел бы им с вами поделиться. Аня пригласила, она посмотрела, и ей показалось это интересно. Собственно, если вам пришла такая мысль в голову, а не замутить ли стартап, да? Я предлагаю посмотреть на тренды и посмотреть, как говорят у нас в инвестбанкинге, trend is your friend, посмотреть на то, как на решение тех, кто генерят большую выручку и, собственно, зарабатывает. Я предлагаю посмотреть на первую в мире компанию по капитализации, это Amazon, как вы все видите. Ее капитализация, здесь данные чуть-чуть раньше, на Yahoo Finance, 804 миллиарда, я сегодня, кстати, смотрел, примерно столько же, 805. И ее ближайших конкурентов по сектору, по тому пирогу, который они пилят. Я не буду называть цифры, здесь все так понятно. Меня последние мои клиенты учат делать self-explanatory презентации, да, чтобы ничто не нужно было объяснять, а просто на слайде все было понятно. Итак, как много сделок провели каждая из этих компаний, вы тоже видите. Alibaba достаточно рьяно рвется и очень супер активно, гиперактивно на этом рынке, причем 46 сделок из этих 140 были проведены только лишь в прошлом году. У Amazon достаточно такая умеренная политика, но тем не менее они остаются лидером. Самые интересные, наверное, outstanding, да, выдающиеся сделки этих компаний, которые, может быть, стоит отметить, но их много. Ребят, если начать изучать и ковыряться в каждой компании, каждая история по-своему интересна. Поэтому кому интересно и кто собирается, собственно, делать свой стартап, я вам рекомендую посмотреть эти компании, поизучать их бизнес-модели и так далее, их технологии. Но это, наверное, крупнейшие и наиболее, ну, мне, по крайней мере, показавшиеся, которые стоит отметить. Jet.com очень быстрая история, за 2 года, собственно, основания, с 2014-2016 уже ее покупает Walmart. Ну, то есть это вау, это супер. При этом оценка $3 миллиарда. В чем успех? Я пытался посмотреть, может быть, в инвестбанкире, который умеет активно привлекать финансирование, накачивать, причем делать это еще до старта проекта. 220 миллионов фаундер компании, этой e-commerce площадки, привлек еще до того, как он что-то начал делать. Наверное, можно поучиться. Flipkart. Очень дорогая, наверное, сделка, хотя я не оценил по мультипликаторам. $16 миллиардов. Вау! $16 миллиардов. Это треть Газпрома. Кто знает, что такое Газпром? Окей. Компания основана в 2007, мы поэтому ее не включили в наши расчеты. Мы постарались максимально включить компании, которые максимально по своей ДНК, как я называю, похожи на стартапы. Да? Либо динамика роста, либо относительно недавно запущенные, стартовавшие и так далее, и так далее, и так далее. То есть все, что большое, все, что давнее, хоть это e-commerce и так далее, мы старались не включать в наш расчет. Но тем не менее стоит отметить Flipkart, у них больше 100 миллионов клиентов. Ну, собственно, это индийский e-commerce огромный. У Alibaba Юку, это инвестиция была, это не поглощение, но при этом, что мне показалось интересным, то что они были основаны на 2 года раньше, чем YouTube. Поэтому, ну, в общем, мне стало это любопытно. Mail.ru в прошлом году, это был корпоративный раунд. Wayray, почему? Просто я там увидел русское имя. Парень
с русским именем Виталий Пономарев. Я не слышал об этой сделке. 18 миллионов сделка инвестиционная в 2017 году. И, наверное, у Амазона там огромное количество тоже компаний, но это одно из тех, я активно сейчас общаюсь с ребятами из ритейла, или кто занимается, в принципе, какими-то стартапами, связан с логистикой, для e-commerce и так далее. Вот это история, которая помогает, наверное, Амазону быстрее работать и эффективнее. Это автоматизация warehouse складов. Да. Супер. Кто не видел, посмотрите в интернете, на YouTube забейте либо Kiva Systems, либо Amazon Robotics. Потрясающе. Просто музыку, симфонию накладываете, роботы вот просто как пляж. Сколько ресурсов они на это потратили? Ну, здесь тоже все видно. Alibaba опять впереди, но не по капитализации. На вот эти, собственно, сделки, да, инвестиционные. Инвестиционные и поглощения. Здесь и инвестиционные сделки, и поглощения компаний включены. То, как они мыслят в разрезе технологий. Это очень интересно. Может быть, мне это интересно. Вы сами решайте. И, может быть, это можно как-то использовать в бизнесе. Ну, расклад такой. В основном, конечно, они инвестируют в то, где они находятся. Но помимо этого, это еще перевозки. Опять же, я брал все, что связано более-менее с софтом, да? То есть там, где обычная логистика, мы это отметали. Облачное вычисление, IT-сервисы для логистики, это у Alibaba, и, собственно, ну, топовые позиции, да? У Амазона все более рокетинг, да, то есть далеко идущие, вперед смотрящие, смотреть по их портфелю. Больше пироги, помимо e-commerce, IoT, гейминг и robotics и так далее. Там еще есть что посмотреть. Здесь я указал подробнее. Ну, опять же, искусственный интеллект, cyber security у Амазона и так далее. Сделки по странам. Amazon достаточно много инвестирует в Индии, что тоже очень любопытно. Много слышу всяких, не знаю, по поводу Индии, индийских разработчиков замечаний, но Amazon там много инвестирует, практически не инвестирует в Китае. Чем, наверное, про Alibaba не скажешь. Они достаточно много инвестируют в США, несмотря на ситуацию. Ну, понятно, львиная доля в родном Китае. Что интересно, эффект, может быть, который... Я не думаю, что он прямо пропорциональный, и, может быть, кто-то там, если начнет ковырять, точно это докажет. Но, тем не менее, если взять простую калькуляцию, то Alibaba инвестирует около 8,5% от их стоимости рыночной. Это за 10 лет. Да? Если посчитать, много сделок не раскрыто, кстати, у всех. Примерно половина. То есть нет данных по открытым источникам, по Crunchbase. Если посчитать в среднем, то Alibaba это может доходить до там, 16+%. У Амазона, ну, наверное, до 9%. По открытым сделкам около 3%. Ну, не знаю, у меня напрашивается вывод, что Alibaba очень догоняющая. Прошлый год 46 сделок, треть, около 16% инвестиций технологических от капитализации. Но явно она хочет быть лидером, но пока у нее это не получается. Хотя, кстати, Walmart самый большой по revenue total, да, то есть вообще в мире, по-моему, даже компания. Это, кстати, любопытно. Видимо, там не все в порядке с маржой и так далее. Нужно глубже копать. Но так как это классический бизнес, он, конечно, мне в этом ресерче был менее интересен. Какие выводы можно сделать? Я в двух словах уже что-то говорил. Walmart выглядит достаточно отстающим. Много покупает олдскульных компаний, так сказать, с историей, да, как любят говорить кто-то. Не молодые, не технологичные и так далее, либо меньше. Alibaba супер активна в технологиях, как мы уже увидели. 1/3 сделок прошлый год, начало этого. Широкий спектр инвестиций в технологии и сектора. Много сделок в Штатах. Ну и наиболее
cutting edge, да, то есть наиболее прогрессивные технологии, это облачное вычисление и AI. Ну, Amazon, понятно, что лидер, здесь ничего не скажешь. При этом он инвестирует достаточно аккуратно и не так агрессивно. И что самое интересное, наверное, как основной вывод по этому всему исследованию, Amazon в инвестиционных сделках, не в поглощениях, хотя в поглощениях, по-моему, он тоже меньше тратит в среднем на одну сделку в пересчете. Он тратит 3-6 раз меньше, чем его конкуренты. То есть примерно 35 миллионов в среднем на одну сделку. Это говорит о том, что он входит в более ранние стартапы, в более потенциально интересные, перспективные и многообещающие. Ну и в топ-10 технологий из прогрессивных, опять же, Internet of Things очень много, Robotics и искусственный интеллект. Ну, наверное, все. Аня просила про тренды. Есть исследования, вернее не исследования, а аутлуки, да, компании, что они планируют делать в ближайшие 19-20 год в плане своих инвестиций и поглощений. Я думаю, что это добавлю в слайд чуть позже. И что? А теперь перейдем к вопросам аудитории. Сразу скажу, что аудитория восприняла исследование с большим интересом. Было достаточно вопросов, и я очень благодарю вас за это, друзья. И продолжайте оставлять ваши комментарии внизу. Они помогают нам делать новые исследования, понимать, что вам интересно, и делать более интересными следующие выпуски. Поехали! Что по поводу России? В разрезе Амазона, Алибабы и Walmart? Ну, мы все хотим продавать на B2B, правильно? Ну, как бы, ближайший B2B для нас это Россия. А что по поводу России? Во что инвестирует, не знаю, ВТБ, Альфа-банк, не знаю... Это не в рамках этого исследования. Понятно. ВТБ ответит вам чуть позже самостоятельно. Прекрасно, да. Они здесь будут как раз. Да. Ну, вот здесь такие цифры, что у них, ну, кстати, можно будет потом сравнить, чтобы понимать вот эти шарики соотношения. Вот какой шанс нам продать волевую I don't know, я это изучаю. Как раз мы изучаем подходы продажи туда чего-нибудь российского в плане early stage. Вопрос. Сейчас в корпорациях набирает силу тренд внутреннего предпринимательства, внутренних акселераторов, всяких разных программ, там, Сбербанк 500 и так далее, и так далее, и так далее. Вопрос, они также будут дальше покупать стартапы? Или все-таки они включатся, больше ресурсов будут пускать на то, что они будут внутри стартапа расти? Тем более, что раз они покупают ранние стадии. В чем вопрос? Будут ли они Будут ли они покупать? дальше покупать стартапы? Может, ну, смотрите, корпорации сейчас делают много внутренних акселерационных программ. Да, Привлекают в них своих собственных сотрудников, да. внутреннее предпринимательство и так далее, и так далее. Соответственно, эти инициативы дают какие-то выходы, какие-то проекты. И таким образом, скорее всего, раз люди сидят внутри, лучше знают свои процессы, лучше знают потребности, да, то они, наверное, делают более подходящие продукты, которые закрывают те или иные задачи. Соответственно, вопрос, будут ли они дальше покупать внешние команды, если у них уже есть внутренняя движуха? Смотрите, то, что мы видим по трендам, я думаю, вот коллеги, Аня в том числе подтверждят, это про русский корпоративный венчур, это, наверное, последние только года 2. Тот, кто просто там следит в тусовке, это все видно. Причем, наверное, 16-й не такой активный, 17-й так себе, 18-й более-менее активный. Это то, когда они хотя бы вышли на сцену, это мое личное мнение, да, то есть такое со звездочкой, и начали что-то говорить о том, что мы готовы работать со стартапами. Но опять же, под этим мы готовы, нужно смотреть, что лежит в цифрах и в реальной готовности, как вы говорите, финансировать, выкупать и так далее. Либо это мы готовы аббревиатура, а на самом деле интерес, как и был раньше, не знаю, такого бесплатного crowdsource и idea source, да, то есть бесплатные кадры и бесплатные идеи с рынка. Вот. Вот как-то так. То есть в Штатах, наверное, в долине немножко другая культура, опять же, как мне кажется. Они больше поддерживают молодые перспективные команды, стартапы и так далее.
понимая, что эта система работает, понимая, что не нужно выжигать поле с самого начала, да, давая им возможность расти хотя бы до каких-то стадий, там, оценок несколько миллионов, 10 миллионов, и дальше уже их выкупая через, не знаю, акселераторы, через фонды при акселераторах, через свои фонды венчурные, корпоративные и так далее. Но у нас пока в России я этого не увидел. То есть все говорят, хотим бесплатно. Я спрашивал не про Россию, я спрашивал про мир. Многие большие корпорации запускают внутри. Наши просто повторяют это. Ну да, но с опозданием, мне кажется, лет в 5. Они не просто source идеи, это внутренние сотрудники, которые работают внутри компании. В свободное от работы время они придумывают какие-то идеи, потом идут в внутренний акселератор, делают их, потом им, допустим, где-то даже сохраняют их рабочие места, они пробуют. Если у них получается, то им как бы выкупают у них, они там передвигаются на вице-президентские позиции. Будет ли это продолжаться в мире, в корпорациях? Нет, я говорю, что в мире это есть. Или я не прав. Если это есть, тогда вопрос, зачем тому же Microsoft выкупать какие-то там, или, условно говоря, там Amazon выкупать внешние стартапы людьми, сделанными вообще не из Амазона. Если внутри Амазона есть движуха, которая рождает эти стартапы. Не полностью нашу поляну. Не знаю, я не буду здесь теоретизировать, но у меня есть мнение, что все-таки внутренняя культура людей, которые идут работать в компанию, и культура людей, которые выходят из компании, чтобы делать свой бизнес, эта философия, психология, она очень сильно отличается. Я сам работал в большой компании, в 2 больших компаниях, и ушел для того, чтобы делать что-то свое. Мне кажется, это кардинальная психология и кардинально другая мотивация. Поэтому продукты, мое такое твердая вера, то, что они будут рождаться как внутри, но им рождаться снаружи больше мотивации. Но это надо изучать. Я на статистике не скажу, это лишь такое вот суждение просто. Станислав, можно? Да. Вы вот в своем докладе рассказали схему, правильно? Кальку фактически, да? То есть такая же калька должна работать на других рынках. То есть вот вы сейчас... Не обязательно. Ну вот, например, химико-фармацевтический рынок, да? Там можно там разные разложить, там Эльфсонаби, например, да, там еще ряд компаний фармацевтических, точно так же по поглощениям, покупкам стартапов расписать их капитализацию, объем вливания в стартапы и проанализировать для того, чтобы и по технологиям найти свое место. Я правильно понимаю? Ну да, наверное. Идея где-то в этом. Но идей здесь несколько. Да, одна из, да. Не могли же мы просто остановиться на ритейле, это, в общем-то, Да, совершенно верно. Это очень укороченный, замкнутый рынок, который не является всем миром, по большому счету. Да, конечно. Понятно. Да. Вы спрашиваете, будут ли еще исследования? Нет, я как раз удостоверился, что это калька. Ну вот, что вы рассказывали сейчас кальку. Для других рынков, для других направлений. Ну, мы смотрим на другие рынки. Мы и oil and gas смотрим, что делают для oil and gas клиентов, либо для стартапов, которые в этом секторе работают, или хотят что-то делать, или у них есть продукт, и они могут его применить или пивотнуть под oil and gas нужды, там, не знаю, цифровой завод. Мы также будем изучать сейчас банковский сектор и так далее. То есть, Вот если у вас чистый алгоритм, вот это вот исследование, которое вы сделали, да? То есть вот экспортно он доступен, то есть вот вы отдаете стартапам, чтобы они проанализировали тот маркет, в котором они хотят расти. Да, именно. В этом идея. То есть не идите, я поэтому рассказал 3 истории в начале. Ну, понятно, я вчера, кстати, позавчера пересматривал выступление Джобса, когда он презентовал iPhone. Ну, гениально на самом деле. И, ну, наверное, вот как раз эта история про то, что человек шел туда, куда вообще никто не смотрел и не ходил. Но здесь же у меня обратная мысль, да, действительно, проанализировать то, что делают лидеры, и если вы делаете стартап, стараться попадать в эту точку. Потому что туда же будут смотреть вся остальная пищевая цепочка экосистемы. И венчурные фонды, и бизнес-ангелы, и так далее. Поэтому, спускаясь в этой цепочке до стартапа, да, идите и делайте то, что нужно рынку. Или то, что завтра будет нужно, или через год, или через 2. Понятно. Спасибо. Прежде чем что-то делать. Я надеюсь, вам было интересно, нет? Очень. Спасибо. Чем занимается, в 2 словах? Бизнес-ангел помогает стартап-проекту расти.
То есть находят деньги. Ну, разные и знаниями, и связями, и деньгами, и опытом и так далее. Ну, если есть вопросы, можете мне написать. Так, был рад. Сегодня очень так жарко здесь, плотно. Спасибо огромное, я очень рад всех видеть. Спасибо. Выводы. Друзья, технологические предприниматели, конкуренция за мозги растет. Дерзайте, изучайте корпорации и больших инвесторов вместе с нами и применяйте свои решения и внедряйте, и делайте бизнес вместе с ними, вместе с большими ребятами. А пока на этом все. Всем вам желаю удачи. Пока.